Дорогие друзья, подписчики и гости моего канала Фудкорт, всем привет! Сегодня у меня на фудкорте шурпа. Это широко известное, многими любимое блюдо, которое очень распространено в странах Центральной Азии, Кавказа. Вариантов шурпы большое множество. В каждом конкретном регионе шурпу готовят как-то по-своему. Это то же самое, как ситуация с борщами, либо пловами. На самом деле шурпа – это мясной бульон, наваристый мясной бульон со специями. Где-то ее готовят с картофелем, где-то нет. Какие-то наборы овощей сезонные. Но если объединить все вместе, то шурпу можно разделить на два вида. Первый вид – это то, когда варится мясо в воде, и на основе этого бульона уже варятся овощи. Это очень удобно. Вот так выехать просто на природу по-быстрому с друзьями, нагреть воды в казанке, вкинуть туда несколько кусочков мяса и овощей. И получится прекрасный походный суп. И второй вид – это то, когда мясо и овощи обжариваются, так называемая каурма-шурпа. Поэтому сегодня в домашних условиях я покажу вам свой рецепт приготовления каурмы-шурпы именно дома на своей кухне. Вот такую баранину я сегодня буду использовать. Хорошая жирная баранина, найти ее не очень просто. Вот мне в мясной лавке напилили вот такую баранью ножку именно с косточкой, и внутри которой есть еще и костный мозг. Я думаю, именно эта часть даст мне ту жирность, ту наваристость бульона, которую я хочу получить. Для шурпы можно использовать как говядину, так и баранину. Но все-таки классика – это мясо баранины. Из овощей я взял сладкий болгарский перчик, морковь, одну луковицу, чеснок, несколько картофелин почистил. Помидоры я взял 3 штуки, очистил их от шкурки. Ну так, просто надрезал шкурку, залил кипятком 5 минут, и просто шкурочка снимается. На 1 килограмм мяса я возьму 1,5-2 литра воды, поэтому из специй я взял 1 чайную ложку зиры, 1 чайную ложку черного молотого перца и 1 чайную ложку молотого кориандра. Для регионов Средней Азии, или как ее сейчас называют Центральной Азии, этот набор специй является классическим. На Кавказе в шурпу добавляют хмели-сунели. Ну вот и в принципе я сделаю такое смешание кровей, кулинарных естественно, и добавлю в свою шурпу еще и хмели-сунели. Естественно, солить буду по вкусу, потребуется соль, потребуется растительное масло для обжарки мяса и овощей. Ну и, возможно, я добавлю чуть-чуть острого жгучего перца чили, но это для тех, кто может позволить себе такое удовольствие. Вот, в принципе, все по рецептуре: мясо, овощи, специи. Есть еще у меня пучок кинзы. Да, можно использовать петрушку, кинзу, но кинзу и чеснок я буду добавлять уже в самом конце приготовления этого блюда. Конечно, был бы хорош сейчас казан, открытый огонь, но в моих домашних условиях я постараюсь приготовить то, как у меня это получится. Итак, начну с мяса. У меня баранина, баранья нога, вот эта вот пленка. Ее необходимо снять. Баранину я предварительно вымачивал в подсоленной воде пару часов, чтобы убрать лишнюю кровь. Если вы думаете, что баранина имеет какой-то специфический запах, это только результат непрофессиональной разделки бараньей туши. Если мясник или в магазине мясном правильно разделана баранья туша, удалены лимфоузлы, никакого постороннего или специфического запаха баранина не имеет. Для меня баранина – это одно из самых вкусных видов мяса. Давайте вот так вот в ускоренном режиме, чтобы не отнимать ни ваше, ни мое время. Да, вот сейчас я в ходе обработки мяса поменял нож. Это мой коронный пчак. Вот такое вот мясо у меня теперь готово. Вот такие вот кусочки, косточки я отделил. Косточки содержат костный мозг. Я уже предвкушаю невероятный вкус. Так, теперь нарезаем овощи. Тоже давайте по-быстрому. Все овощи нарезаются максимально крупно. Форма нарезки – это эстетика. И вообще, собственно, вкусу это не имеет никакого отношения. Главное, чтобы быстро, эффективно. Вот лук готов.
Теперь болгарский сладкий перчик. Перчик готов. Теперь беремся за морковку. Морковка готова, порубали. А теперь на очереди помидоры. Помидорами немножко такая ситуация. Смотрите, я убираю вот эту внутреннюю сердцевину, жидкую влажную часть, семечки. Оставляю только вот такое помидорное мясо. Поскольку все овощи будут обжариваться, лишняя влага мне здесь не нужна. Поэтому помидоры вот в таком виде будут подготовлены к обжарке. Так, теперь картошка, но с ней все просто. Если бы она была чуть помельче, я бы ее даже целиком бросил. Мне нравится, когда картошка в шурпе такая крупная, но часто я встречал шурпу без картошки. Просто вот такой наваристый мясной бульон и просто специи, зелень и овощи. Картошка это единственное то, что не будет обжариваться. Теперь небольшой пучок зелени кинзы. Можно использовать петрушку, можно использовать свежий базилик, это дело вкуса. Но классика жанра требует зелень кинзы. Молотый кориандр и свежая зелень кинзы – это вот тот именно вкус, аромат настоящей шурпы. Ну и в завершении этой подготовки чесночок. Я люблю, когда в шурпе чеснока много. Смотрите, я поменял нож, взял большой нож шефа. Пчак слишком узковат для этой процедуры. Можно, конечно, пропустить чеснок через чеснокодавилку, но вот таким вот образом порубить ножом, на мой взгляд, будет более профессионально и правильно. Вот чеснок тоже готов. На этом все это рубалово овощей закончено. Теперь переходим к обжарке. В моей сковородочке вок. Это специальная такая кастрюлька в форме вок от торговой марки iCook. Даже прорекламирую. Это моя старушка, рабочий инструмент. Очень сильно разогрев масло, я сначала обжариваю косточки. Косточки у меня мозговые. Конечно, газ это не та температура. Температуры мне, конечно, не хватает, но вот все, что дома есть, какие условия, вы можете себе позволить именно это. Косточки обжариваются мгновенно, пару минут, и потом я порциями вношу мясо, которое предварительно очистил от пленки. Мне нужно получить эффект обжаренной корочки, чтобы баранина запечаталась в этой корочке и сохранила свои все вкусовые качества и сочность, которую потом она отдаст в бульоне. Обжаривал я баранину при максимально возможной температуре минут 10-12. Мне не нужно доводить ее до полной готовности. Теперь я уберу ее из сковороды вок. Сковороду приведу в порядок, и уже в ней я буду готовить саму шурпу. Мясо у меня еще не успело остыть. Я его перемещаю в абсолютно чистую сковороду, эту кастрюлю. И теперь я залью ее горячей водой кипятком. Если бы я варил бараний бульон, я бы, конечно, поместил сырое мясо в холодную воду и довел бы его медленно до кипения, снял бы пенку и на медленном огне доводил бы бульон до полной готовности. На это бы ушло, наверное, часа полтора, то и больше, до 2. Но поскольку я мясо обжарил, белок лишний уже ушел. Я имею в виду белок крови, который мы снимаем в виде пенки. А теперь после обжарки мяса я просто залил его горячей водой,
практически кипятком. Сейчас доведу до кипения и на медленном огне, где-то в течение, наверное, часа, на маленьком огне я буду доводить баранину до готовности. Пока баранина томится, вода превращается в насыщенный бульон, я обжарю овощи. Сделаю я это на другой сковородочке. Максимально нагрею грамм 50 растительного масла. Лук я обжарю до золотистого цвета. Затем добавляю морковку. В морковке, конечно, необходим кориандр. Для чего бы я не обжаривал морковь, я всегда сдабриваю ее небольшой щепоткой кориандра. Вот это вот сочетание вкуса моркови и кориандра — это просто невероятная штука. Если вы этого приема не знаете, друзья, попробуйте. В любом блюде обжаренная морковь в сочетании с кориандром дает просто взрыв вкуса. Я стараюсь обжаривать овощи на максимально высокой температуре. Вслед за морковью идет сладкий болгарский перец. Для обжарки сладкого болгарского перца я добавляю чуть-чуть черного молотого перца. Черный молотый перец слегка усилит вкус сладкого болгарского перца. Тут же я добавляю щепотку хмели сунели. При обжарке все эти специи и пряности, они, конечно, раскроются и дадут более яркий вкус в самой шурпе. Овощи обжарил в течение, наверное, 5 минут до состояния такой полуготовности аль-денте. Теперь вот таким нехитрым приемом через сито я уберу лишнее растительное масло, на котором я обжаривал овощи. Если вы не хотите заморачиваться с обжаркой овощей, в принципе ничего страшного. Каурма, шурпа предполагает в принципе обжарку мяса. Ну а овощи — это уже дело вкуса. Итак, мясной бульон у меня практически готов. Наверное, час на медленном огне. Варилась баранина, обжаренная предварительно. Смотрите, какой жирненький получился бульон. Все-таки вот эти сахарные косточки с костным мозгом. Теперь я добавлю перетертую зиру. Зира — это такой классический аромат и запах Центральной Азии. Щепотку молотого кориандра. И щепотку черного молотого перца. Щепотку хмели сунели. Специи и пряности вы можете добавлять на свой вкус, друзья. Я люблю шурпу со стринкой, поэтому добавлю совсем чуть-чуть на кончике чайной ложки острый перец чили, сушеный, молотый. Если вы воздерживаетесь от острых блюд, вы можете пропустить этот ингредиент. Теперь это я все перемешаю и оставлю еще минут на 20 набираться вкуса, раскрываться специям на самом медленном огне. Сейчас время попробовать на соль. На мой вкус соли маловато, поэтому я добавлю чуть-чуть, наверное, пол чайной ложки. Когда шурпа моя будет полностью готова, я еще раз попробую на соль, на остроту, и, возможно, будет что-то подправить, добавить то, чего будет не хватать. Итак, пришло время собирать нашу шурпу воедино. Вы не представляете, какой стоит аромат. Бульон получился великолепный. Теперь я добавляю картошку. Она крупно порезана. Нужно минут 10, чтобы она дошла на медленном огне, на несильном кипении до полной готовности. Пока варится картошка, я доведу до ума еще один ингредиент. Если вы заметили, я не обжаривал вместе с овощами помидоры. Дело в том, что помидоры содержат достаточно много влаги. И чтобы эту влагу не выпаривать с овощами, а действительно их обжарить, помидоры я обжарю отдельно. И сделаю я это вместе с чесноком.
Помидоры я обжарил сначала в течение, наверное, там 3-5 минут. И потом у меня чеснок. На высокой температуре буквально 2-3 минуты для чеснока будет вполне достаточно, чтобы он максимально раскрыл свой вкус. Но я вам скажу, друзья, запах такой на кухне, что сейчас соседи точно давятся слюной. Ну, пусть примут мои соболезнования и пусть немножко потерпят. Помидоры и чеснок готовы. Теперь всю эту овощную смесь можно собрать вместе, перемешать, чтобы все эти вкусы и ароматы поженились. Итак, выходим на финишную прямую. Картошку проверим, она абсолютно готова. Теперь я добавляю обжаренные овощи. Все аккуратно, так ласково и нежно необходимо перемешать. Получилось, конечно, густовато, как вы видите, да? Но мы готовим суп, а не жаркое. Поэтому я добавлю чуть-чуть кипятка. Доведу консистенцию моей шурпы именно до состояния густого супа. Шурпу подавать на стол необходимо в горячем виде. И для того, чтобы придать более яркий аромат, прямо здесь я добавлю 2-3 щепотки мелко порезанной кинзы. Мелко рубленная зелень, кинза или петрушка, конечно, подается и на стол, но именно вот сейчас, в этот момент, я добавил сюда кинзу для того, чтобы минут 10 она настоялась и максимально раскрыла свой вкус и аромат. А при желании на столе можно еще добавить себе в тарелку той зелени, которую вы любите больше всего, пару кусочков лаврового листа и оставим на 10 минут. За это время можно накрыть стол. За это время настоится лавровый лист, кинза, и мы получим полностью готовое блюдо. Посмотрите, какая невероятная красота получилась. Еще один контрольный выстрел. Все ли у нас в порядке на соль, перчик, остроту? Да, это мой вкус. Ну, теперь можно и подавать. Дорогие друзья, если вам понравился этот мой рецепт каурма шурпы на обжаренной баранине и обжаренных овощах, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь на фудкорте. Вас ждет много вкусных и интересных рецептов. До скорой встречи, друзья!